Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас сегодня на YouTube-канале Алга Казахстан. Сегодня у нас уникальный гость. Его зовут Канат Тасибеков, и он посвятил свою жизнь тому, чтобы обучать других людей казахскому языку. Причем, надо сказать, что сам он изучил казахский язык, несмотря на то, что родился в казахской семье, уже после 50 лет. Мы с ним затронули много интересных тем. Например, ситуация с казахским языком 30, 40, 50 лет назад и сегодня. Какая тенденция, какое будущее есть у казахского языка и, соответственно, у Казахстана. Располагайтесь поудобнее, беседа получилась очень интересной. Поддержите наш выпуск лайками и комментариями. Подписывайтесь на канал. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Канат аға, қалайсыз? Рахмет, шүкір, аманбын. Өзіңіз қалайсыз? Мен де керемет. Рахмет. Ешіңіз, бала-шаға, көрші-қолаң, құда жек-жат, бәрі аман ба? Аман есен. Сегодня у нас как раз тема казахского языка. И вы знаете, я вот хотел начать с того, что когда я жил в Петербурге и в Турции, в Алании, я тоже пытался учить казахский язык, ну, насколько это было возможно. Но до того, как я приехал в Казахстан, я не знал, что есть, оказывается, нерешенные вопросы по казахскому языку. Вот. И только когда приехал сюда, я понял, что на самом деле не все так спокойно в этом плане, что есть много вопросов. Ситуация, конечно, меняется. Вот сегодня с вами, как с профессионалом, как с экспертом, хочу на эту тему поговорить. Елеп шақырғанға рахмет, спасибо, что заметили, пригласили на эту тему поговорить, потому что, да, это как бы, вот на первый взгляд, смотрите, в Казахстане есть проблема казахского языка. Да? Вот вы не знали о ней, там, предположим. Да? И вообще релаканты приезжают, многие, как бы, и они думают, ну, приехал в Казахстан, надо по-казахски как бы здороваться, прощаться, там, ну, как бы где-то что-то. И они совершенно правы в этом, но потом видят, что может и без этого обойтись. Да? Я просто вот вижу, прям люди как бы стараются даже и здороваться, там, и прощаться, даже... Местные у нас русские как бы меньше гораздо используют, чем, предположим, люди, которые приехали. То есть это правильно, вы так думали. Но есть проблема. И эту проблему для вас, наверное, это было вопросом, как бы, ну, как же так, да? А я вам скажу даже больше, наверное, люди, которые живут здесь, не только русские, да, но сами казахи, для самих казахов, для многих, это, ну, как бы какая-то такой вот вопрос, а почему? Почему есть проблема? Ее нет в Узбекистане. Ее нет в Прибалтике, нет ее в Грузии, да? Почему в Казахстане есть проблемы? И подспудно возникает такая мысль. Слушайте, может быть, казахский язык, он не такой богатый, как про него говорят. Может быть, да? Он не отвечает, как бы, да? Вторая мысль, может быть, у нас у казахов культурный код такой слабый. Остальные, как бы, ну, это придерживаются, а может быть, казахи, ну, такие вот, прям чересчур такие восприимчивые и как бы отказываются от своего, переходят на чужое, да? Здесь как бы, я так понял, у нас по времени не так ограничено, это же не короткие новости, поэтому я немножко так развернуто, да? Дело в том, что у нас вообще, ну конечно, не хотелось бы говорить, но у нас ситуация уникальная у Казахстана. Вот. Вот я бизнесом занимался, у меня шеф француз, он говорил, не надо мне говорить про там региональные особенности. Бизнес, он везде бизнес, да, вот, когда я ему говорил, что у нас вот это не так делается и так далее. Все равно у нас есть региональные особенности. Ну, вот у нас в Казахстане, ну, во-первых, ну, вот это притча во языцах, да, самая протяженная сухопутная граница в мире с Россией, да, это раз. Это наш северный сосед, как бы, ну, на протяжении там 7 тысяч километров, 7,5, да, тысяч километров общая граница. Историческая наша политическая, как бы политический союз России и Казахстана, знаете, он насчитывает это не со времен, когда хан Абулхаир написал царице прошение о принятии как бы в подданство, да, чтобы защититься от джунгар. Гораздо раньше, это сейчас уже и российские историки, все признают, да, что это время Золотой Орды, это Золотая Орда, когда центр был сарайщики, а, значит, Москва и так далее, это были просто, ну, вассальные города и так далее. Понимаете, еще с тех времен идет это, как бы вот наше добрососедство, будем говорить, да. Теперь, это вот дальняя история, да, то есть больше 300 лет, ну, 300 лет это только официального политического союза, 70 лет жизни в
империи, в Советском Союзе. Вот. Я родился в 1959 году. В 1959 году проводилась всесоюзная перепись населения. По ней казахов было меньше, чем 30%, 29,6%. Вообще в Казахстане, представляете? То есть это уникальная ситуация, правильно, когда нет региональных особенностей, есть. Это уникальная ситуация. Мы были меньше 1/3, мы были в подавляющем меньшинстве на своей земле. У нас не было высшего образования на казахском языке. Я занимался сам боксом, ездил, был и в Прибалтике, был в России во многих городах, и в Узбекистане. Я приезжаю, там, предположим, на Манган какой-нибудь. Приехал там с ребятами, встречаемся, там, спортсмены, боксеры, дзюдоисты. Они говорят, вот я там-то учусь. Вот. И когда узнал, что они учатся на узбекском языке, для меня был шок. Как это так? У нас все образование было на русском языке. Понимаете, вот эта вот совокупность всех вот этих вот факторов, она привела вот к такой ситуации, которая сейчас у нас сложилась. Вот это я просто не оправдываюсь, я объясняю, как это, вот все это происходило. Как она есть. Как она есть, да, как она есть. Вот. Поэтому аргументы о том, что у нас там слабый культурный код, да, что язык может быть не богатый, язык очень богатый, очень стабильный. Культурный код у нас очень сильный. Вы сами знаете, какие исторические события были, предположим, в 30-х годах, да? То есть это больше половины этноса просто вымерло с голода, да? И, при всем мы сохранились. Мы сохранились как государство, мы сохранились как этнос, мы сохранили свой язык в таких тяжелейших условиях, я скажу. Вот. Поэтому, в принципе, я думаю, что у казахского языка, у нашей страны, у нашей общей родины, да, Казахстана, очень большое будущее. Спонсор сегодняшнего выпуска — Aviasales KZ. Поиск дешевых авиабилетов и кэшбэк от путешествий. Давайте, чтобы наши зрители лучше понимали, немного про вас еще поговорим. И к теме казахского языка еще сегодня обязательно вернемся. Мы с вами познакомились в Павлодаре. Павлодар, да. Да, там было мероприятие по казахскому языку, про развитие, продвижению казахского языка. И на самом деле до этой поездки я про вас слышал, и мне говорили регулярно, есть такой автор книги великолепной, что есть языковой курс, обязательно нужно туда сходить. Но попал я к вам на курс, зашел уже после поездки, и книгу тоже вашу, я из ваших рук получил, начал читать, уже там заметки для себя делал. Я вижу, да, там докладочки, да, приятно. Интересно. Получается, у вас сейчас 4 книги, 4 издания книги о казахском языке, о культуре. Трехтомник. Трехтомник. Первый, второй, третий том ситуативный казахский. Первый том «Мир казахов», второй «Диалоги», третий «Словарь». И первый том «Мир казахов» переведен на английский язык. На английский язык, да. 4 книжечки за душой. Кроме этого, у вас, получается, курсы казахского языка, потом клуб разговорный казахского языка. Да. Сейчас вы ведете ТикТок и еще снимаете серию видеокурсов о казахском языке. Да. И все это при том, что казахский язык вы начали изучать, когда вам было 50 лет. 50 лет, да. Может быть, это было не совсем 50 лет. На рубеже, в общем. Да. Для красного словца я говорю, что это 50, может, это было 49 лет и 6 месяцев и так далее. Я к 50 годам, я помню, еще я когда проводил юбилей, казахи, знаете, уже поняли, да? Мы очень любим той. Казах вообще любит над обыденностью приподняться, праздник себе устроить. Я тоже сделал той, но я помню, что на этом тое уже где-то я что-то начал учить, да, с тем, чтобы вообще не позорно было выступить, взять микрофон, сказать что-то. Начал только. Но я помню, что еще в то время достаточно сложно мне было так красиво сказать, что-то выразить свою мысль. И уже прежние свои занятия, я бизнесом занимался до этого времени, я оставил уже после 50. Сел просто плотно учить казахский язык и все. 12 лет, да, у вас заняло? Сейчас у нас... Работа над книгой, выпуск книг, по-моему, 12... Нет, смотрите, первую книгу я в 2012 году выпустил, это 2 года я поработал над ней, да, 2 года я над ней работал, потом в 2012 году вышла первая книга «Мир казахов». Я ее сперва назвал просто «Мир казахов».
И потом у нас есть, был такой, ну, очень моральный авторитет, всеказахстанский аксакал Геральд Карлович Бельер, немец поволжский, который в 7-летнем возрасте был сослан, ну, во время Сталина, когда все народы ссылал, кабардинцев, чеченов, ингушей, там, крымских татар и так далее в Казахстан. Он в 7-летнем возрасте попал, закончил казахскую школу. Это был казахский писатель. Он очень такой моральным авторитетом считается, аксакалом казахским. Ну, сейчас покойный, к сожалению, вот уже 10 лет прошло. Значит, он мне сказал: Канат, я когда книжку, у нас такие очень теплые отношения сложились, он сказал, что ты неправильно книжку назвал. Ситуативный казахский — это такое научное название. Назови ее «Мир казахов», потому что мир казахов здесь вот открыт во своей полноте, там в предисловии написано. Да, вот да. «Мир казахов» я назвал. Это 12-й год. Потом в 2014 году я написал ситуативный казахский «Диалоги». Вот. Значит, диалоги в учебниках, обычно диалоги такие. Был алма қызыл там, да, или был хайқала, был алматы үлкен қала ма, я алматы үлкен қала. Ну, глупость беспросветная. Ну, как человек не будет задавать вопрос, в каком он городе находится. Это же, ну, не бывает таких. Надо диалоги. Вот я написал сам диалоги, разные персонажи, диалоги на тему межнациональных отношений, межнациональных браков там и так далее, чтобы было интересно читать. Вот. И 3-й том – это словарь. Вот 3-й том словарь. Я его выпустил, значит, в 12-й, 14-й, 16-м году. В 16-м году, через 2 года. Вот, каждые 2 года. Ну, про словарь тоже пару слов скажу. Словарь, ну, это не такой, как бы, вообще, это ситуативный казахский словарь. То есть, когда человек говорит, учит какой-то язык, ему очень важно уметь проявить непосредственную реакцию в какой-то данный момент. Вот, қалайсың? И быстро ответить там, предположим, да? Вот. Говорить так, как нас учат, например, правила, слова, потом синтезировать речь. Никогда мы так не разговариваем, мы так не говорим. Мы говорим уже речевыми оборотами, штампами какими-то. Это может быть цитата из фильма, может быть это пословица, поговорка, может быть какое-то междометие, да, возглас и так далее. Вот. И вот для того, чтобы вот непосредственную реакцию в данный момент как бы предвосхитить, я как бы для русскоязычного человека есть оперируемые речевые штампы. Я их даю эквиваленты казахские. Вот, ну, у меня с примерами туго, ну, 2 человека встречаются, давно не виделись, по-русски говорят «сколько лет, сколько зим». Ну, по-казахски не говорят там «қанша жыл, қанша қыс». Ну, так не скажешь, это будет бессмысленно. По-казахски это такое же выражение звучит как «көрмегелі қай заман». Или, предположим, человек говорит, нет дыма без огня. Про что-то он хочет сказать. Көрмегель, как кайзаман, сколько времени не виделись? Да, Көрмегель, кайзаман, да. Сколько времени не виделись, но это вот уже как фразеологизм. Да. Или вот, я говорю, нет дыма без огня. По-казахски как сказать? Вот жок. Вот жок. Ну, вот жок, тутум болмайт, там это же, ну это будет, вы понимаете, да, фразеологизм так не переводится. Поэтому нет дыма без огня на казахском будет жел болмаса, шөптің басы қимылдамайды. Если не будет ветра, головки травинок не будут колыхаться. Набор слов абсолютно другой, картина другая, но мысль передается абсолютно идентичная. И я как бы вот написал вот этот словарь. Получается 16-й год, 12-й, 14-й, 16-й. Ну, с 16-го года, как бы, ладно, это перевод. И у вас как бы вот такой вот, наверное, вопрос по логике вещей. В 18-м надо было еще книжку, правильно же, да? Как бы продолжить ряд. Каждый, да? Да. В 16-м году у меня был создан клуб «Мамле», в 17-м году он начал работать, и вот сейчас я просто этим клубом занимаюсь. Это как бы моя такая, как бы, ну как сказать... Хобби? Хобби такой? Ну, понимаете, это я как на работу хожу. Каждую неделю в 11 часов. Как субботу, каждую субботу. Да. Ну, это, с одной стороны, мне приятно, да, ну да, как хобби. С другой стороны, это вот мой вклад в развитие казахского языка. Я за это не получаю какой-то зарплаты и так далее, но 7 лет я как бы работаю над этим. Ну, я ничего от этого не имею, ну, кроме как бы своего морального удовлетворения. Вот. Ну, уровень там у вас очень высокий уже у тех, кто занимается. Прям хорошо говорят.
Да, ну, я тоже вот после вашего первого прихода, я знаю, что вы очень занятой человек, но все равно я как бы вас жду, чтобы Я вы с приходили. удовольствием, при первой же возможности. Приходите. Вот. Конечно, клуб один раз в неделю на 2 часа, мы в 11 начинаем в субботу, да, и в час заканчиваем. Ну, бывает там дальше продолжает, бывает и уже на личной основе, как бы там дальше пошли в кафе, посидели и так далее. Вот. Или даже заседание провели там в парке, как, если погода позволяет. Вот. Конечно, научиться за неделю, за 2 часа невозможно говорить. То есть я всегда всех членов клуба предупреждаю, что вы занимаетесь с репетитором, на курсах, самостоятельно. Вы приходите и свои знания переводите в активную форму. Да. Вот. Практикуйте язык, ломайте языковой барьер. И вот вы правы, я просто вижу, ко мне люди приходят, я снимаю. Я снимаю раз, говорю, да, ну, этот вот, знаете, как было, стало, да, когда вот похудеть. И просто прогресс очень, очень как бы наглядный. Потому что люди ломают барьер, начинают говорить, потом говорят, и где-то вот, предположим, там пришла через полгода, уже смотрю, сидит свободно, рассказывает и так далее. Когда на первом занятии она только могла выдавить там себя меноматом Жанна, и все. Да. Ну, это круто. Вот так вот, да. Это круто, что такую мотивацию даете. А ТикТок у вас сейчас еще тоже появился? Да, ТикТок, ну, как бы у казахов, знаете, есть пословица, да, «Заманом козыл тільки болса, тазы вопшал». Если время твое красная лисица, ты стань гончей и догони его. Это вот наше, видите, вот все наши недостатки – это продолжение наших достоинств, да, или наоборот, можно сказать, наши достоинства – это продолжение наших недостатков. Мы очень легко обучаемые казахи, очень восприимчивые. Вот. Это, с одной стороны, очень такая хорошая черта, вот, легкообучаемость, да, и то, что как бы мы новое все воспринимаем. Но, с другой стороны, это, видите, сейчас каким привело, как бы вот, что забывается и традиции, обычаи, и язык, да. Ну, вот эта вот поговорка, она отражает, если время твое красная лиса, будь гончей и догони. Вот сейчас, когда вот многие наши там национал-патриоты говорят, вот это надо там, вот это вот запретить, эти слова, там, это вот не наше, это у наших дедов не было. Да что вы несете? Мы должны... Казах, он должен быть передовым, он должен быть самым современным. Вот. И надо вот следовать как бы всем этим трендам. Ну вот ТикТок, я тоже вот открыл ТикТок вначале, у меня волосы на голове дымом, я его закрыл, из телефона удалил, когда я это все видел, ужас этот. Потом смотрю, как бы один ролик там кто-то делится в WhatsApp, смотрю, люди проводят как бы какие-то, в общем, познавательные, какие-то популяризаторские такие как бы вещи. Я думаю, ну у меня же как бы контента хватит на несколько лет вперед. Я знаю, что есть тиктокеры, которые выстреливают. Выстрелил, и потом за счет своей харизмы, обаяния и так далее, но потом контента нет, он сдувается. А я знаю, что у меня может быть харизма или обаяния, ну, не так много, но у меня контента на много лет вперед. Я могу как бы регулярно, поэтому я начал снимать, уже в CapCut научился как бы сам что-то там нажимать кнопочки, да, поставил себе на стационарный компьютер CapCut тоже, потому что глазки уже так на телефоне не очень-то этот видят. Вот, и вот за 2 месяца я где-то 100 тысяч лайков у меня, и был 1 200 000 один ролик. 1 200 000 это был ролик о казахских родах. Сколько у казахов родов? Но я просто не ожидал. Мне казалось, что это общеизвестная истина, что почти все знают, но когда я вот этот ролик запустил, 1 200 000 он собрал, и было очень приятно, конечно. Круто. Это, кстати, самое начало вашей книги как раз. Да, это текст, это самое начало, как бы сколько родов и так далее. Можете рассказать про себя, про ваше детство, потому что я в одном интервью читал, что вы родились в казахской семье, но при этом до 50 лет на казахском языке не говорили. Как так получалось? Ну как получилось? Как у сотен тысяч, если не миллионов казахов, которые русскоязычные казахи. Вот. Ну, вопрос я здесь скрою, что очень приятен мне, потому что вообще какое самое слово, самое как бы такое вот приятное для человека, это его собственное имя. Потому что каждый человек — это сам целый мир. Я почему это говорю? Потому что у меня ну, вы были на Мамле, помните, первая тема у меня обязательно это рассказ о себе, да? Вот.
Значит, вот как получилось, у многих возникает вопрос, хотя я не понимаю, почему возникает, если бы это не было, ну, повсеместно, тогда бы не было проблемы казахского языка. Мы все родились в казахских семьях, да, мы все как бы, ну, у нас родители, как бы, вот у меня папа казах, мама казашка, по паспорту. Вот, ну, я не раз уже отвечал просто, ну, на самом деле это понятно. Значит, во-первых, я 6-й ребенок в семье из 7 детей. Все старшие дети учились в русской школе. Ну, в казахской семье многодетной старшие воспитывают младших. Значит, русская школа. Я в школе писал стихи. Я говорю, я написал там, вообще в очень нежном возрасте я написал стихи, которые, когда я учился в 8 или 7 классе, были опубликованы в Москве, в всесоюзном журнале. Ну, я был любитель лошадей. Это светлочалый скакун, под казахским седлом, хвост и грива на нем полыхают огнем. Он несет мой народ сквозь года и века, и не скажет казах, не люблю я коня. Ну, про лошадей я там целую тетрадку послал, ну, напечатали. То есть я писал стихи на русском и так далее. Как получилось, когда вот, знаете, еще мне просто приятно вот это все рассказывать, потому что вот вы понимаете ситуацию, вы видите, какие казахи. Вот. Я, значит, вот один из факторов, я считаю, что мы, казахи, очень честные люди. И наши отцы, матери, наши деды, они поверили вот в эту идею советского народа, в веру торжества коммунизма. Может быть, кто-то другой там как бы говорил, да, давайте как бы вот коммунистическая партия там и так далее, ну, где-то свои там вещи все сохраняли. Казахи, вот, они в это поверили, понимаете? У меня, ну, отец, он такой старый коммунист и так далее, он пережил вот эти и голод 21-го года, и 16-го года рождения, да? У него родители погибли оба, он сирота был. Голод как бы 32-го года, он выжил. Работал кулаком, работал у русского крестьянина зажиточного, батраком, батрачил, выучил русский язык, понимаете? То есть я сейчас думаю, я ни разу в жизни не слышал, чтобы он мне сказал, говори это на казахском, почему ты на казахском не говоришь? Он коммунист, он в свое время занимал пост ответсекретаря Акмолинского облисполкома, понимаете? Тогда Акмолинская и еще Караганинская область были вместе, а это была огромная область. Он был ответсекретарем облисполкома. Ну, после войны он воевал и финскую, и японскую, и Великой Отечественную. Он вернулся, вся грудь в орденах, политрук. Вот. В Будапеште он закончил школу высшего политсостава, РКК. Вот. И, ну, потом продвинулся, значит, вот на такую партийную работу. Но вот я когда сейчас анализирую, понимаете, в 16 лет, ну, вернее, остаться сиротой в первый голод, потом выжить в голод 32-го года, когда половина этноса вымерла, еще кормить своих аулчан. Меня старушки встречали, руки мне целовали, говорили, твой отец кормил целый аул. Я говорю, как? Потом отец, ну, это просто обрывочное, он мне не рассказывал, я вот так кормил и так далее. Он, как он воровал зерно, ночью пробирался к амбару, делал дырку, набирал сапог, потом в мешок высыпал, потом этот мешок тащил в аул. Понимаете? Я думаю, у него, можно на подсознательном уровне, это записалось. Знаешь русский язык, не умрешь с голода. И не только у него, у всех. Понимаете, когда вот это вот наше все поколение, вот, ну, понимаете, 2 страшных голодомора, когда каждый второй казах умер, представляете? Умирали это те, которые как бы не знали как бы никакого языка, кроме казахского, которые пошли только скот. Те, которые как бы, ну, зерно его и спрятать в тексте, правильно? И вы знаете сами, что как бы даже воспоминания есть людей, кто жил в городе, как казахи прям приходили и лежали, ждали, ну, что-то им дадут, там, обедки из столовой, там, какой-то кусочек хлеба и так далее, потому что, ну, те, кто как бы занимались земледелиями в городах, они еще выжили. Поэтому казахи ушли, кто в Ташкент ушел, кто в Китай ушел и так далее, как бы вот так вот разбрелись от голода, понимаете? Поэтому вот эта вот вещь, я думаю, что она просто, ну вот первое, что действительно поверили в победу коммунистического, второе, что орысша білсең, нан жеп таба аласың, нан жеп нан таба аласың, да? Аштан өлмейсің. Ты, извините меня, не сдохнешь с голода, если ты будешь знать русский язык. Я даже когда, смотрите, я в 76-м закончил школу, нет образования на
казахском языке. И когда я закончил школу, не было вопроса вообще, ну, куда идти поступать. То есть я знал, что я точно буду коневодом. Ну, это зоотехник, ну, в то время как бы это называлось зооинженер. Вот. За инженеров со специализацией по коневодству готовили только в 2 вузах в СССР. Вот на весь СССР только 2 вуза. Ну, это Тимирязевская сельхозакадемия, там была одна группа коневодов, вот, и Алматинский зооветеринарный институт. Вот. Но в Тимирязевск я побоялся поехать. Я приехал сюда, то есть из Целинограда. У нас есть свой сельхозинститут, там есть свой как зоотехнический факультет, я могу спокойно закончить. Но мне надо было коневодом именно. В Тимирязевск побоялся. Приехал сюда, в Алматы. Это вот мое первое знакомство было. Я первый раз увидел, что есть такой народ уйгуры, да, вот, потому что на севере Казахстана мы кроме немцев, русских, как бы никого и не видели. Вот. И, значит, ну, Алматинский зооветеринарный институт, я его Алматинский засекреченный военный институт называю, АЗВИ, 90% казахи. Из них, я не знаю, наверное, 70%, которые закончили казахские школы. То есть это вот именно как бы для животноводы там и так далее. Вот. Они по-казахски говорят. Они говорят по-казахски, они закончили казахские школы. Как им было трудно учиться? Я был старостой группы, отличник учебы, там повышенную стипендию получал, потому что я летал, я комсорг курса, там все такое, там какие-то, ну не знаю, комсорг, вернее, этот, батальона, когда был на сборах там и так далее. Вот. Я одной левой учился, потому что для меня там, у нас же были предметы, там, научный атеизм, там, предположим, да, вот такие вот, политэкономия, ну, не говоря уже это самое. А я, вот ребята, которые сейчас там доктора наук, да, я же помню, как они учились. Они вот сидели, у меня был как бы сокурсник, который ночью сидел, опускал ноги в тазик с холодной водой, чтобы не заснуть, и он учил. Потому что обучение было на русском языке. То есть 90% студентов казахи, преподаватели 90% казахи, и те русские, которые работали за этот институте, все говорили на казахском просто прекрасно, великолепно. Вот. У нас был там случай, предположим, лектор читает, не помню кто, по разведению, по-моему, Перегудов, что ли, и Валера был, Валера, как же его фамилия, забыл, и Валера сидит с нашим, ну, у нас 250 человек на курсе было, всех не упомнишь, и преподаватель ему говорит: эй, Валера, сен не отсын, таныш отсейшим, мне не стыдно, ну, между двумя русскими происходит такой как бы диалог, какая-то нормальная вещь. Научились мы на русском языке, понимаете? Вот. Насколько им было трудно. И когда сейчас кто-то там поднимает какие-то писки, что вот там казахи заставляют там, да вы что, это же, представляете, вот человека, он может сдать экзамен на казахском языке. При поступлении вы могли сдавать на казахском языке. Надо было сдавать, ну, сочинение писать, ну, кто русскую школу сочинение пишет, а так диктант, да, послабление. Потом химия, физика, биология, там, предположим, это все сдается на родном языке. Ну, ты поступил, тебя зачислили студентом, все. С первого курса сразу обучение на русском языке, понимаете? Поэтому это было очень сложно, очень сложно было. Ну, вот, как бы преодолели. И вот в то время, смотрите, я учился 90% казахов, многие казахскоязычные. Ну, у нас была как бы прослойка такая русскоязычных, Павлодарские, там, Петропавловские, северные ребята, какие русскоязычные. Мы отдельно сразу держали. Не уточнила, вы из какого? Целиноградская область. Аул как ваш называется? Это Кызылтопракский мехлесхоз, село Кинес. Село Кинес. Вот. Ну, школу я закончил начальную, там город есть такой, Алексеевка, сейчас называется Акколь. Вот, предположим, у нас рядом город Степногорск, в котором вот Уран, может быть, слышали вы. Это, ну, город Степногорск, там это, он подчинялся в свое время Министерству среднего машиностроения, ну, когда я вот, например, жил в лесхозе. И была первая категория снабжения там. То есть это как бы индийский чай, там, ну все, это же госплан же тогда. То есть он подчиняется Москве. Первая категория снабжения. Мы все окрестные аулы там закупали мебель. Предположим, перед 1 сентября едем, там покупаем не ранец, учебники, там все мы там. Вот. В городе не было, по-моему, ни одного казаха. Представляете, это город Степногорск. Может быть, 1 или 2 семьи там было. И жители Степногорска на нас смотрели как на индейцев, извините. Вот мы приезжаем, как будто мы приехали. Ну,
Я просто шуткой говорю это. Но они смотрели на нас прямо удивленно, как вот приехали какие-то из резервации люди. Вот, и я вот помню эти взгляды. Вот. Да, то есть это город, в котором не было вообще казахов. Это город, который, как бы, по-моему, за его планировку и так далее получили Ленинскую премию архитекторы. Там, по-моему, прибалтийцы это делали. Кстати, Ленинградское бюро разрабатывало этот город. В ровной степи построили город. Ну, вы знаете, что Казахстан ведущая как бы по запасам урана. Уран, там урановые рудники, там золото. И на вот этой площадке «Прогресс», которая была в Степногорске, разрабатывалось биологическое оружие, сибирская язва. Там как бы это серьезные такие научные лаборатории были. Выпускники Томского университета, там, Новосибирского университета, вот они населяли этот город. Это как такой новосибирский как академгородок. Но там, я говорю, не было казахов. Вот мы приезжали, я же помню эти взгляды, вот как на нас смотрели и так далее. Вот. То есть это я как бы не в осуждении, я просто как бы рисую картину, понимаете? Как было, да? Как было, да. Поэтому, или там, предположим, вот про университет вы говорили, что там группа у вас получилась, что вот северная. Да. И да, вот в университете там тоже я учился, но вроде бы, конечно, я там очень много подчеркнул. Но это было как бы такое пассивное, что ли, знание. Я вот слышал, видел. Я просто полюбил свой народ именно, может быть, тогда. Вот таких ребят, очень честных таких и, как говорится, духовитых, да. Это духовитые, это вообще не отнять. Особенно с Запада ребята, да. На самом деле, мы как-то вот северные казахи, мы держались как бы, особнячком, как бы мы на русском разговаривали, там, и как и как бы и сейчас там тоже, да, есть страты русскоязычные и казахскоязычные. Особо как бы мы как бы много не пересекались и так далее, как бы вот так вот было. И там, предположим, то же самое к девчонкам ходим, там, предположим, мы там поехали в Казгу. Русскоязычных девчонок мы начинаем в кино водить, что такое. Они как бы идут в ЖНП, там, как бы пединститут женский, в котором как бы готовили для казахских школ. Вот высшее образование у нас было только пед, то есть готовили преподавателей для казахских школ. А как бы какую-то специальность получить было невозможно. Понимаете? В принципе, основа понятна. А в какой момент началось изменение? Потому что сейчас я вот вижу, что мощный тренд казахского языка идет, и все даже, кто раньше не говорил на казахском, начинают говорить на казахском, даже посты начинают делать. Вот смотришь в ленте, там смотришь на казахском уже, там выступают. Даже то, у кого акцент есть, или кто не очень хорошо знает, но живет давно в Казахстане, все равно выходят и говорят, несмотря на то, что там и критика есть, и все такое. Но все равно вот это вот желание, я вот вижу, что оно появляется. А когда это началось? Это последние несколько лет, или 10 лет, 15 лет назад? Это как бы вот такой процесс, если взять вот в историческом масштабе, там, 30 лет там, независимости, да, там, 33 года, там, это как миг, да, миг какой-то совершенно, там, миллисекунды и так далее. Вот. Предположим, вот, когда мы независимость получили, конечно, был такой мощный всплеск. Люди начали детей отдавать в казахские школы, учить и так далее. Потом оказалось, что казахские школы не совсем готовы, да, еще учебников нет. Значит, и вузы перешли тоже там готовить, там, предположим, там, менеджеров там, и так далее, экономистов на казахском языке. Еще не было, как на голом же месте это все, понимаете? И потом пошел обратный какой-то процесс. Начали отдавать русские школы, и как бы тренд этот сохраняется, потом он меняется. Последние теперь события – это Димаш. Да. Вы сами, да? Да, даже я, да. Вот Димаш, да, он взорвал. Потом, значит, вот наши все ребята, и там Скриптонит, предположим. Иманбек, Самал Ислямова, которая в Каннах получила за лучшую женскую роль. Как бы, вот это, она все равно как-то подспудно влияет. И сейчас вот обратная, как бы, вот и волна и положительная, что как бы примеры, как Димаша, предположим, и отрицательная, то, что как бы люди, когда забывают свой язык, уже начали осознавать, что они теряют свою государственность. Вот эти вот как бы вкупе сейчас повлияли как бы вот на такой вот всплеск. Я думаю, что вообще тренд он такой положительный. Есть директор Института языкознания, Анар Фазылжан ее зовут. Специалист-филолог, доктор наук, по-моему. Вот. Она сравнила, говорит, вот мы как в движущейся машине. Вот когда едешь в машине, кажется, скорость невысокая, да?
ну, вроде как бы пейзаж меняется не так быстро и так далее. Вот. А кто со стороны смотрит, мы движемся достаточно быстро. Скорость сумасшедшая. Да, скорость хорошая. Поэтому, ну, я как бы из тех, которые стоят на обочине, я считаю, что, вернее, из тех, кто сидит внутри, говорит, вот мы медленно едем, давай быстрее, потому что мне хотелось бы, чтобы еще это больше было. Но на самом деле, наверное, истина где-то посередине лежит. Я думаю, что, как говорится, мы придем к тому, что язык будет не де юре, а де факто государственным, что будет во всех сферах он использоваться, потому что на самом деле язык очень богатый, очень такой стабильный и так далее. Вот. Поэтому я считаю, что очень большое будущее у казахского языка. И мне вот такие вот, например, люди, вот как вы, предположим, ну, меня очень радует. Вот у меня в клубе, предположим, Александра Мыскина. Есть такая, знаете ее, да? Ну, блондинка такая, да, вот она учится говорить, она вот именно по моей методике, она мугалям всегда. Настолько приятно. Тен меня своим учителем называет, да, Владислав тоже всегда говорит. Вот Александра, предположим, она говорит, мен казахпын. Ну, мне очень приятно, потому что вот у меня вот по первой книге, где этот тек, у меня есть занятия, но мы в клубе, бывает, чередуем тематические такие по книге, занимаемся. Мен казахпын, казах ішінде найманмын, найман ішінде там матаймын, да? Как бы там каждый говорит. Потом это казах должен знать. У меня выходит человек и говорит, мен казахпын, казах ішінде орыспын, орыс. Ну, или говорит, мен казахпын, казах ішінде мен ойғырмын. Такие вот это, я не заставлял никого, понимаете? То есть такой тренд идет на создание такой политической нации, и меня это очень радует. Ну, меня это очень радует, но, конечно же, язык это непременный атрибут. Язык должен быть казахским. Ну, здесь уже, ну, никак, понимаете, здесь, когда начинают говорить про Швейцарию, когда начинают проговорить про как бы какие-то еще страны, у которых много государственных языков, ну, у нас ситуация другая. Вот, и у нас один должен быть только государственный казахский язык, и все. Но в Казахстане государственный язык один. Да, он один, второй, да. Русский язык наравне используется, да. И, ну, когда говорят, вот там надо убрать законодательно там и так далее, я не совсем поддерживаю. А вот вообще еще есть же такой, тоже, вот вы говорите, что вы внутри машины сидите, я со стороны как раз Вам смотрю. кажется быстро, да? Я бегу за машиной. Очень быстро, во-первых, ну и тенденция, я вижу, что быстро меняется, вот прям фантастически быстро. Потом я вижу еще такие вещи, что, например, на телевидении сейчас вот план сделали, и каждый год по 5% больше казахского языка добавляют. И общий тоже контент, я вижу, что он тоже меняется. То есть сейчас проходят и конференции по тренду казахского языка, и вот такие вот вещи. Но есть еще и, знаете, такое, что говорят, что вот заставляют говорить только на казахском языке, что вот насильно. Можете вот об этом сказать как профессионал, потому что вы же учили казахский язык. Я потому что понимаю, что насильно вот, ну, не заставишь казахский язык учить. Потому что, ну, только ты, если сам захочешь, тогда ты сможешь что-то выучить. А так, что тебе кто-то будет говорить, учи, это же бесполезно. Конечно, да. Вот нет, никто... На эту тему можете ответ дать? Нет, ну, у нас, ну, никто не заставляет, у нас же нет такого, как бы, что там не знаешь казахского языка, там тебе всегда вход запрещен, да, или тебе там не отвечают. Ну, какие-то вещи бывают, это на мелком бытовом уровне. И это как бы ставить во главу угла, ну, сама-то политика государства и, в общем-то, законы, они всегда ограждают. И как бы президент об этом говорит и так далее. То есть у нас нет принуждения абсолютно. И я считаю, что это вообще наша сила. Вот, знаете, у нас есть вот такое сено таспен урса, сено аспен ур. Если тебя ударят камнем еду. Ты дай еду. Да. Это вот у нас есть. И у Абая есть такие слова: ит мені қапты деп мен оны қапсам, менің адамдық не қасиетім қалады. Если собака меня укусит, я тоже ее укушу в ответ. Ну, где моя человечность, что, ну, какой я буду человек, понимаете? Это как бы императив такой нравственный. И когда, например, ну,
ну, для примера, там в России говорят, там, что там не было такого государства, это вообще как бы, ну, все это подаренное, как бы, ну и так далее. И у нас тоже как бы есть как бы политики, которые там что-то начинают такое вякать, извините, или как бы люди какие-то начинают языковые рейды проводить. Я вообще против этого, когда вот я говорил, что я против там исключения. Это не наш путь, это не наш метод. Мы казахи, мы всегда все решаем добром, мудро, неспешно. Часто говорят, вот там что-то произошло, а президент наш молчит. Он казах. Он подождет, он выждет. Есть восточное коварство, есть восточная как бы такая мудрость, да? Поэтому у нас вообще и вот это вот вообще наш вот национальный наш характер, он привел к тому, что мы сохранились, что мы выжили, что мы имеем государство 9-е по площади в мире, да, и по природным богатствам, вы знаете, может, там в 6-ку, по-моему, мы входим, да, по запасам, если все суммировать. Вот. Это наглядный показатель правильности нашей политики. И наша политика, я считаю, что должна быть такой же казахской. Без принуждения, мягко, мудро, где нужно хитрость применить. Не надо. Там Канделаки что-то сказала, там Бурат что-то сделал, там, ну, я не знаю. Не надо вообще оборачиваться. Вот мы движемся, и уже внутри у нас есть понимание, да? Вот у вас, я вот вижу, как говорю, Александра Мыскина, и множество можно фамилий назвать там. Как вы думаете, какое будущее ждет развитие казахского языка в Казахстане, и какое развитие получат казахи и казахстанцы, которые, и фанаты Казахстана, все сейчас же во всем мире изучают казахский язык, которые будут знать и смогут общаться хотя бы на бытовом уровне на казахском языке? Просто дух захватывает у меня, когда казахский язык станет языком, на котором будут думать, на котором будут сны видеть, ну, вот основная масса, да, ну, вернее, население вот Казахстана, я не знаю, как казенно звучит население, ну, люди, да, все, которые здесь проживают. Русский язык, я считаю, как бы, конечно, он будет отходить на второй план, ну, стесняться его применения, да, и как бы считать, что использование русского языка это, как говорится, там, что-то такое нехорошее, не стоит этого. В общем, казахский язык естественным образом сейчас будет постепенно выходить на первый план. Естественным образом это демографию вы имеете в виду. Казахскоязычные семьи гораздо более многодетные. Да, ну плюс к этому количество казахских школ. Да, конечно. Университеты. Уже 70% казахов, когда я говорю, что было 29,6%, сейчас уже 70% и так далее. Вот. Ну и плюс тренд казахского языка, да, общий. Плюс тренд казахского языка, ну, общее понимание, как говорил Мао, пусть цветут 100 садов. Вообще каждый народ, он должен внести в сокровищницу мировой культуры, прийти со своим вкладом. Мы Казахстан, мы со своей культурой, со своим языком, со своими ценностями, которые созданы этим языком, должны прийти. Россия, у нее есть, как бы, за русский язык не стоит беспокоиться. Есть огромный материк русского языка. Ну, есть Россия, которая никогда, этот русский язык, он не умрет, он будет развиваться, он будет жить. В нашей передачи хочу спросить, какой совет можете дать тем, кто изучает казахский язык, тем, кто хочет начать изучать казахский язык? Где найти мотивацию? Как, с чего начать, может быть? Как, может, какой-то есть секрет изучения? Как вы, что вам помогало? Что помогает вашим ученикам? Иванджан, спасибо за этот вопрос. Кто хочет учить казахский язык, надо в первую очередь пойти. Ваша книжка. Это так, да. Да, или до Каспии, легче всего на Каспии заказать трехтомник. Ну, это в шутку, но на самом деле это надо заучивать без труда. Все-таки трудиться надо, да? Я думал, сейчас вы легкий способ скажете. Нет, такого лайфхака не существует. Это все через... Это огромный интеллектуальный труд. Рахмет сизге. Спасибо. Сизге рахмет, Иван. Что пришли. Надеюсь, что наша передача даст кому-то мотивацию, кому-то откроет дополнительную информацию на некоторые вопросы, которые сейчас в обществе стоят. Рахмет. Рахмет шақырғаныңызға.
Аман болыңыз, Иван. Сізді бүкіл Қазақстан өте жақсы көреді. Мен де сізді өте жақсы көрем. Қазақ айтады, адам сыйласқанның құлы. Человек, он раб того, кто его уважает. Вы нас уважаете, мы вас уважаем тоже взаимно. Взаимность очень важна. Рахмет. Я тоже со своей стороны, как начинающий казах, тоже буду благодарна к такому вниманию, к такому отношению. С своей стороны буду рассказывать про Казахстан, продвигать казахский язык и рассказывать, чтобы больше людей все-таки знали, какое это настоящее богатство.